друзья, сегодня у нас будет одно из традиционных блюд русских, это сырники. Сырники издревле делали мы и будем делать. Вот. И я ел сырники, в принципе, думаю, каждый из вас ел. У них есть много разных вариантов, кто делает с изюмом, кто делает сладкие. Но мы покажем сегодня основной базовый рецепт. Итак, неожиданно появилась моя ассистентка Мария, и мы сегодня с ней будем делать сырники. Мария, расскажи о себе. Что прям говорить? Да. А что именно? Так, Мария у нас есть, но она как бы не разговаривает. Поэтому говорить буду я и иногда что-то Мария. Но делать будет она, хочу подчеркнуть, потому что, увы, я готовлю плохо. Видите, две маленькие лапки и те правые. Поэтому вот у кого есть руки и обе нормальные, а у меня нет. Поэтому разделились и будем делать. Ведь я для вас хочу показать очень хорошие сырники. А мы начинаем. Итак, вот у нас сковородка. На нее мы добавим масло и будем жарить готовые изделия. Состав на самом деле довольно простой. Масло оливковое для того, чтобы не подгорело. Мука. В муке мы будем обваливать нашу массу в виде лепешечек и жарить на сковородке. Яйца. Вот тут творог есть. Именно такой, знаете, можно старый даже использовать. Такой, ну, обычный простой творог. А тут у нас соль. Решили сделать с корицей, ванилином, ну и, конечно же, для пышности разрыхлитель теста. Вот, все это основные элементы. Давайте начнем. Итак, для начала мы весь творог просто разомнем легонечко. Вот так вот. А то он не размятый, будет плохо себя вести. А это у нас тут семечки, в надежде, что голуби прилетят. Выложили. Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. А теперь добавим немножко соли и сахара. Но сахара побольше в эту массу. Это вот масса, это будет заготовка. Вот, значит, у нас уже что-то начинает получаться. Также добавим яйца. В количестве 3 штучки. Ну и, конечно же, все это сейчас взобьем. Если у вас есть миксер, можно миксером. У нас есть миксер, но мы будем пользоваться руками. Для того, чтобы показать вам нагляднее. Взбиваем и замешиваем очень тщательно. Потому что от того, как вы хорошо все смешаете, зависит потом однородность ваших сырников. Мы включим сковородку и дадим ей нагреться. И нальем масло. Чтобы она уже была горячая и масло было горячим. Ну, это, соответственно, даст нам вот эту вот золотистость потом на сырниках, и они будут быстрее готовиться. Так правильно по рецепту. Прошу обратить внимание, масло должно быть настолько горячим, что прям такой дымок легкий должен идти от него. Кто любит поменьше муки, кто-то побольше. Пока добавили 2 ложки. В зависимости от того, какой у вас объем творога, от этого добавляем и все остальное. Ну и, соответственно, никто не запрещает вам какие-то ингредиенты больше-меньше добавлять в зависимости от объема. Кто-то любит изюм, добавляет, например. Мы добавили еще муки. А это чуть-чуть ванилина для аромата и сладости. Также у нас идет в бой, покажи на камеру, у нас идет в бой разрыхлитель теста. Как я уже говорил, он для пышности. Половину пачки. Объем разрыхлителя теста зависит от объема муки. Ну и, соответственно, от общего объема изделия, от общего объема заготовки. Так как у нас относительно немного творога, ну и, соответственно, мы половину пачки добавляем туда. Также все продолжаем взбивать и добавлять. А это у нас пошла корица. Корица добавляется чуть-чуть для аромату. И также все плотненько и хорошо взбиваем, смешиваем. А вот у нас появился новый элемент. Это доска с мукой. А мы сейчас здесь сделаем
как такой плацдарм. А будем делать маленькие такие, как типа котлеточки, такие биточки. И, соответственно, уже на готовую сковородку, разогретую с маслом, их перекладывать, чтобы они жарились. И вот сейчас сделаем несколько заготовочек. Вот у нас масло и сковородка. Прошу обратить внимание, масло, смотрите, какой слой прям сделан. Чтобы сырники, конечно, не плавали там, но миллиметра 2-3 есть. Специально для того, чтобы они получались более вкусные и зажаристые. И вот так катаются. Одна из техник — это когда вы в воде руки смачиваете. Можно также их полностью сухими держать. Вот такие вот у нас заготовочки. Соответственно, можно побольше сделать, можно поменьше, кто как любит. Кто не хочет получать лишних калорий, может не обваливать их в муке, а просто сделать с помощью мокрых рук и сразу на сковородку. Вот такие вот аккуратненькие маленькие сырнички получаются. А вот и у нас, смотрите, уже как сковородка скворчит и масло в ней. А это говорит о том, что мы сейчас начинаем. Сначала мы разогрели масло и сковородку, соответственно, потом убавили, чтобы огонь был минимальный. Ну и сейчас будем уже его регулировать по мере. А нужна ли нам крышка? Крышка? Вряд ли. Мы вот их чуть-чуть прикрыли, чтобы дать им возможность согреться. А то замерзли, на улице ноябрь же. Пускай погреются немножко, а потом мы их перевернем. Мы дождались этого момента. Смотри, сейчас будем их переворачивать. Ах, какие они зажаристые. А запах какой идет, вы не представляете. Мария, что вы чувствуете? Ничего не чувствую. О боже. У меня насморк. А я думал, вы сейчас скажете, у вас ковид. Все может быть. Хэштег актуально. Сейчас модно болеть ковидом. Да, корона в тебе, корона на тебе, да. Того. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Смотри. Какие они. Ай-яй-яй-яй. Можно убавить еще больше градус и оставить их под крышкой. Они сделались. И мы их будем перекладывать. Прошу обратить внимание. Что мы немного, точнее, успели прям вообще притык. Да, хороший тайминг у нас, хороший Да, по времени. немножко. И обратите внимание, салфеточка специально, чтобы вот так вот промокнуть их от лишнего жира, масла. Они так будут, как говорится, более зожными. Это, конечно, вряд ли, но хочется в это верить. И вот они готовы. Сырники. Следующее мы будем делать без мучной панировки. Итак, мы сделали, попробовали сырники. Конечно же, получилось вкусно. Вообще сырники едят обычно с сметаной, сгущенкой, а мы едим с арахисовой пастой. Мария, как тебе сырники? Вкусно. Все понравилось? Да. Конечно, ведь сама же готовила. Конечно. А вы, уважаемые подписчики, если сделаете рецепт, отпишитесь, пожалуйста, понравилось или нет, как у вас получилось, с чем вы едите. И, соответственно, пока-пока, увидимся в следующем видео.